Так, ну что, всем привет. Наступил май, мы снова встретились. Вот таким большим составом мы сегодня будем здесь с вами. Меня зовут Олег, и это гей-чат, если кто присоединился к нам первый раз. Мы здесь общаемся и говорим на темы, которые многие обходят стороной. Да, задаем друг другу каверзные вопросы, рассказываем какие-то интересные истории из жизни, только личные, истории только из своей жизни. Вот. И под ссылкой, под видео есть ссылочки в описании. Там найдете все, что вы хотите про нас. И вы также там можете увидеть запись зрителей. У нас есть зрители, присутствуют в этом эфире, которые также нам будут задавать какие-то вопросы. Если у вас есть желание присоединиться к следующему эфиру, пишите нам и присоединяйтесь к нашему стриму. Да. Ну что, поехали? Every day, I want your touch. In every way, I can't give it up. Anything, just to feel the rush. This is A-Love. And this world ain't right, I'll accept it. Negative energy, I expect it. Once it's in your mind, it's infectious. So fight for your life and reject it. You better give me space, I'll protect it. My adrenaline spikes when I'm threatened. And if you stay in my way, I'm aggressive. Cause when there's no exit, I'll kill when I'm desperate. Так, ну что, привет, парни. У нас сегодня семеро. Я не знаю, как мы все успеем, но у нас сегодня несколько рубрик, и в том числе одна новая, которую я очень тоже жду. Я уверен, что наши зрители тоже. Кстати, подписывайтесь на канал. У нас много всего интересного происходит. Ставьте лайки этому видео и вообще делитесь на самом деле, потому что этим видео, потому что мы такие, мне кажется, единственные, кто вот это все рассказывает. Макс, привет, как ты? Открывай свои наушники, хочу услышать твой голос. Привет, привет! Мне так приятно, что ты хочешь услышать мой голос. А со Очень, мной все очень. отлично. Секса не было, сразу скажу. К сожалению, да, я прям расстроен, хотя улыбаюсь. Не знаю, почему улыбаюсь. Ну, был у меня за тебя в тройном размере. Ничего Супер. страшного, нормально? Да, я очень Отлично, рад. отлично. Так, у нас сегодня вообще не только новые участники, но и новые страны. Между прочим, с вашего разрешения, давайте мы познакомимся. Давайте начнем с Марка. Во-первых, у нас Польша появилась. Это вообще очень круто. Марк, привет. Смотрел ли ты гей-чат на Ютубе? Я не успел посмотреть, если честно, у меня была такая загруженная неделя, только неделю назад узнал. И в целом я еще не успел посмотреть. Ну, чем ты занимаешься интересным в Польше? Рассказывай. Чем я занимаюсь? Я учусь, работаю, вот. Я Это можно, учусь, это ну можно такое. пропустить. А почему тебя Максим позвал? Потому что я являюсь администратором канала порнушного одного. Я не знаю, можно вообще такие слова тут говорить? То Нужно, есть конечно. супер. Я являюсь администратором даже не одного порнушного канала, и он вообще позвал меня с одним запросом. Я думаю, он сам скажет, с каким и зачем. Но вот, в целом я модерирую несколько групп, в том числе там свою, то есть я снимаю свое порно и веду такое общее какое-то. Вот. Так, а что такое общее порно? Ну, про свое примерно понятно. Сейчас, конечно, все спросим у тебя. Ну, общее — это когда есть какой-то такой канал, и туда заливается такая сборная солянка каких-то материалов там из Твиттера, из Порнхаба, откуда угодно, из каких-то телеграм-каналов, которые есть в открытом доступе. То есть я там не ворую контент, а то, что есть в открытом доступе, я публикую как вот как микс какой-то. Там есть какая-то тематика каких-то конкретных там ребят. Сначала вообще канал подразумевался как такой. Тематика была типа такие дворовые пацаны. Есть, я так понимаю, какое-то течение в Англии, Великобритании, Чавлет, там, где такие парни в спортивках. Но потом это и на Россию как-то перешло, и на СНГ страны, и меня это в какой-то момент... а, это был мой фетиш, и я создал такой канал. Сначала это было сообщество ВКонтакте, оно там выросло.
а потом я перешел в телеграм-канал из-за всяких политических штук, и вот. Но сейчас там нет какой-то конкретной тематики, то есть там, в общем, какие-то такие мускулинные парни привлекательные, и все. А это бесплатный канал? Да, да, да. М. А для чего? Вот, смотри, ну есть Порнохаб, есть Твиттер, есть, ну, как бы вообще телеграм-каналы, где все это... Как давно он существует и для чего? Слушай, там, короче, я начну сдалека, но буду сокращать. Короче, создал я его очень давно еще, когда, наверное, когда не был совершеннолетним, то есть я был такой подросток, и я просто как бы вел страничку. Потом уже я подрос и как-то вывел это в какой-то более массовую категорию, то есть там за 100 тысяч подписчиков ВКонтакте перевалило, по-моему, даже 200 в какой-то момент было. Ну и просто как будто не было контента в одном месте, который нравится конкретно мне, и я решил такое, что я буду сделать этот контент. Типа я соберу библиотеку для себя файлов, которые нравятся мне, фетишей, которые устраивают меня, потому что я не мог найти что-то такого вообще ни на одном ресурсе. Да ладно. Может, ты нам расскажешь, сколько тебе лет? Мне 23 года, 23. Ну, теперь расскажи про второй канал, где там твое порно находится, как давно ты этим занимаешься. Ой, ну, им я занимаюсь, наверное, где-то с 20, может, чуть-чуть раньше на год. И это было просто как бы мы с моим парнем, бывшим уже на этот момент, решили поснимать что-то. Он вел в Твиттер, и мы просто что-то сняли в Твиттер, какой-то кусок. Я потом выложил на Pornhub, там какое-то видео в подъезде было, что-то такое. Хотя у нас квартира была свободна, то есть мы жили отдельно, но, я не знаю, тоже был какой-то фетиш такой на какой-то паблик тему, outside. И вот, мы сняли видос, он там набирал просмотры, и просто мы начали вести странички в Твиттере, потом там какой-то менеджер написал, он начал там раскручивать страничку в Твиттере, и в целом вот так вот завертелось. И мне нравилось снимать, то есть меня не снимал кто-то, я снимал все сам, там на несколько условно телефонов, как будто несколько камер, монтировал это, то есть не просто ну, сначала было просто обычное видео и все, а потом я как-то увлекся монтажом, и там разнокамерная съемка, и какую-то эстетику ловил с этого. И вот, и до сих пор веду это. Это все в Польше было или в какой-то другой стране? Нет, я вообще сам из Беларуси родом, я там начинал все это делать. Это, конечно, опасная фигня была, но вот, не попался, так сказать. Да, да, Жень. Привет, привет, Марк. Между прочим, сейчас я тоже из Беларуси, так что тебе привет, можно сказать, с родины твоей. Привет, Вот, да, земляку. да. Чего потребую запытать? Что хочу спросить, короче. Мне интересно, тут мы в прошлый раз разговаривали про члены там, да, большие и маленькие. Раз ты снимаешь порно, большой хуй, это важно или нет? Скажем так, просмотр зависит от этого или нет? Все зависит от тематики на самом деле. То есть, например, если ты снимаешь контент для кого, все зависит от аудитории, сейчас объясню, в чем это состоит. Получается, если твой контент, например, нацелен на таких парней, которые смотрят порно ради того, чтобы увидеть, например, условно пассива, то есть он позиционирует себя как актив, то, конечно же, большой член не особо играет роль, потому что его внимание сосредоточено на пассиве в этот момент. А если ты условно снимаешь ролик для актива, для пассива, то, ну, член – это важно. Поэтому все зависит от аудитории. Смешанное такое, то есть видео, которое рассчитано и на тех, на самом деле редко удается снять. Слушай, ну для Нет, тебя... Да. закончу, слушай, да. Мы тут говорили, что вроде мы как быстренько отвечаем, так не развернуто, потом можно просто сказать, да, нет, там, да, большой хуй играет или относительно чего-то. Просто... Просто вопрос, да, мы поднимали там большой, небольшой, трагедия, не трагедия. Мы поняли, не трагедия, может и маленький хуй, и быть и порно-актером. Может и маленький. Я знаю некоторых порно-актеров, у которых там от 14, ну, и все окей у них. Ты даришь нам надежду, ты даришь нам надежду.
Спасибо. Я рад. Да, Саш. У меня коротенький такой вопрос будет тоже к Марку. Как часто ты меняешь партнеров для съемки? Или у тебя есть какой-то определенный партнер? Как это правило бывает, что, допустим, пара снимает ролики просто в разных местах, но один партнер всегда есть. Я придерживаюсь второго варианта. То есть я обычно снимаю со своим партнером, и все. Ну, то есть у меня были периоды, когда я не был в отношениях, и я снимал с кем-то, с кем я не в отношениях, но в целом это второй вариант. Слушай, ну для тебя это хобби или это уже способ заработка? Это хобби абсолютно, потому что я забрасывал это много раз, когда у меня не было времени. И ну, у меня нет такого прям большого дохода, чтобы я прям вот мог жить на эти деньги. То есть бывали периоды и бывают, когда есть какая-то большая сумма, но она не постоянная. Прикольно. Да, Жень. А что сказала мама? Мало не знает. Маме Слава богу. привет! Зрители из Беларуси, делитесь этим видео, да, со своими Хотя друзьями. она у меня открытая женщина, я думаю, она меня поймет. Ну, супер. А соседи За что? завидовали, нет хоть? Одноклассники завидуют? Слушай, на самом деле мне писал даже мой препод из универа, то есть он гей, и мы с ним общались, и он видел мой ролик на Порнхабе, несколько знакомых тоже писало, и негативной реакции, вот именно от знакомых, которых я знаю, не было ни Автографы одной. просят? Автографы просят? Ну, я не настолько популярный человек. Что, надо пиариться. А преподаватель сразу гей или автографы, нет? да. Да, преподаватель гей. То есть мы с ним познакомились, и он сразу дал понять, что он гей. Он, по-моему, в Хорнете там что-то видел, и мы уже общались как друзья, что ли. Чудесно, Слушай, чудесно. Марк, ну мы еще к тебе вернемся и вообще к Польше, что там происходит. На самом деле очень интересно, чем вы там живете, как выглядит ваша гей-жизнь. Вот. Да, а сейчас давайте познакомимся с Николаем. Николай, тебя как называть? Николай или Коля, или как ты хочешь? Или Ну, Ник? слушайте, можно называть Николай, можно называть Коля. Ну, сейчас меня уже... Большая часть людей меня зовут Нико, так как я в Испании. Вот, поэтому на ваше усмотрение, друзья мои. Любое обращение, какое вам удобно. То же Слушай, ты самое знаешь, касается и гендерной идентичности. Вот, я я... совершенно спокойно воспринимаю, когда меня называют там в любом Он, она, они? роде. Хоть он, хоть она, хоть... Я не бинарный человек, поэтому для меня это вообще, в принципе, не важно. Слушай, я смотрел с тобой интервью, мне очень понравилось. Ты там... Которая из них? Вот, я понимаю, что у тебя их много на самом деле, да. Ну, ты там про Таиланд рассказывал, ты про мужа рассказывал, про 12 лет, про открытые отношения, что-то, по-моему, про Испанию или про переезд. Вот, где ты сейчас, расскажи. Я сейчас в Испании, я приехал сюда, ну, чуть, наверное, поменьше, чем месяц назад. До этого я жил 1,5 года в Таиланде. Ну, нам пришлось покинуть Россию по понятным причинам. Ну, наверное, может, и не по понятным. Дело в том, что у меня комбо. Я и ЛГБТ-человек, я и сторонник Алексея Навального, и руководитель экстремистской организации. В общем, все вместе. Вот, поэтому мне 1,5 года назад необходимо было покидать Россию. И в какой-то момент стало очевидно, что находиться в Таиланде тоже небезопасно, потому что на меня завели уголовное дело, и мне нужно было найти страну, где экстрадиция в Россию будет менее, скажем так, менее вероятна. Вот, поэтому я переехал в Испанию, и вот сейчас вот тут обживаюсь в Барселоне. Прекрасная, замечательная страна, только после Таиланда здесь ужасно холодно. Слушай, ну если про Испанию, про Барселону как-то, ну вот она вроде бы поближе, а вот из Таиланда мы вообще никого не можем пока найти, из Азии вообще. Ты там 1,5 года прожил, плюс у вас открытые отношения. Мне прям любопытно. Вы с Ну тайцами давай. там, да, вы там с тайцами пересекались или с иностранцами со всего мира? Слушай, ну на самом деле за тот период, что мы жили в Таиланде, у нас не было и романтических интрижек особенных. Вот. Ну, открытые отношения, они не подозревают то, что мы постоянно там с кем-то ебемся, извините меня за выражение. Вот. Открытые отношения, они В прежде всего Нью-Йорке именно это подразумевают... и имеется в виду.
Нет. Они подразумевают отсутствие каких-то обязательств и подразумевают отсутствие ограничения свободы к своему партнеру. Для нас это прежде всего то, что если у меня появится кто-то еще, вот, это не будет проблема для моего супруга. И точно так же, как бы, для меня тоже не будет проблемы, если появится кто-то интересный у него. Вот. И это не самоцель. Это не самоцель, как бы, поиск постоянных новых партнеров. И это не означает, что наша жизнь, она состоит из бесконечных новых партнеров и бесконечного там секса не друг с другом. Вот, к сожалению. Вот, все намного скучнее. А почему Вот, нет-то? да, Я не понял, кто вам мешает нет, нам никто налево-направо? не мешает, просто, ну, найти хорошего человека нужно постараться, ребят. Ну хорошо, а кто в Вот. твоем вкусе? Тайцы, азиаты, испанцы или европейцы, или русские, или кто вообще? Слушай, в моем вкусе Где ты умные ищешь? люди, Очень нравится. компетентные, и я очень люблю, когда люди представляют из себя что-то интересное. Вот если я понимаю, что после встречи с этим человеком можно будет написать главу там в книге, вот, и что она будет захватывающая, то, скорее всего, да, он меня Слушай, ну, разведет на секс. ну, 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 я могу а, пример тебе привести, я подожди, могу ты хочешь привести сказать, тебе тебя сложно пример. развести на секс? Да, последний человек, который развел меня на секс, он специально для этого летел из Парижа сюда, в Барселону, вот, чтобы побыть Ну, со мной это 2 минут дня. 30, наверное, да, полет? Ну да, тут недалеко, как бы, на самом деле, лететь, да, там около Да, часа, но но тем тем не не менее, менее. понимаешь, это не в Корнете там списались с улицы рядышком, вот. Слушай, но, А, но вот я хочу съездить в Испанию, в частности в Барселону. Вот у тебя открытые отношения, ты об этом везде говоришь, на каждом углу, в да, каждом интервью. И вот сзади тебя, знаешь, такая большая кровать, которая прям манит туда, знаешь. да, она Э, неплохая, да, кровать хорошо. какие препятствия вообще, чтобы у нас с тобой произошел секс? Да вообще препятствий никаких. Как говорится, вы привлекательны, я чертовски привлекателен. Слушай, зачем время терять? Бери билет, да приезжай. Вот. Просто проблема в том, что вы понимаете, что как бы проблема в том, что часто, понимаешь, начинается как бы очень много слов, а до дела все и не Ну, доходит. не. Ну да, 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 Вот, да. поэтому вот конкретика, друг мой, конкретика. Вот, я очень открыт к разным отношениям, я очень открыт к контактам, вот, но мне бы хотелось, чтобы человек был, что называется, адекватным. Вот это вот слово все используют, что ищу адекватного человека, и у каждого свое понятие, ну, что такое адекватный. Вот, если с человеком хорошо, если с ним приятно там не только думать о сексе, но и в том числе говорить, если с ним приятно есть, если с ним приятно гулять, и тогда да, Не, тогда я, секс не, будет. я только по сексу. Все остальное можешь делать с кем угодно. У тебя есть на это муж. Вот. Ну, слушай, нет, это тогда не очень интересно, потому что я считаю, что Да? это часть сексуальности. Сексуальность не ограничивается только непосредственно вот этим Слушай, примитивным ну, процессом. а твой муж не будет ревновать, если мы будем с тобой гулять по пляжам Барселоны? Нет, не будет. Слушай, мы 12 лет вместе, и ревность это то, что уже давно ну, мы не испытываем. Конечно, раньше это была ревность, была очень жуткая ревность. Мы были безумно друг в друга влюблены, и нам было больно от одной мысли, от того, что человек может быть там с кем-то другим. Вот. Потом мы как-то начали это рефлексировать, и мы поняли, что это больше зависть, чем Да, обида. да. Также ты Вот. правильно И в сказал какой-то интервью, момент мы что... настолько друг друга полюбили, осознали, что мы любим друг друга, что мы поняли, что, ну, зачем нам расстраиваться и завидовать из-за того, что нашему любимому человеку хорошо там, ну, с кем-то еще. У нас был Мгм. период, когда мы жили втроем. Самое было прекрасное время в моей жизни. Это очень удобно, когда у тебя два мужика. Это очень удобно, Это согласен. экономично. Это Сто намного все процентов. более оперативно делается по хозяйству. Вот Вообще. решаются какие-то бытовые вопросы. В сексе так вообще как бы, ну, без вариантов кто-нибудь додаст. Вот, поэтому вот мы пережили как бы все варианты там развития событий и взаимоотношений за 12 лет, которые, в принципе, ну, наверное, может пережить гей-пар. Вот, поэтому у нас сейчас очень все просто, и у нас, я горжусь своим браком, это, наверное, самый устойчивый институт и самое устойчивое вообще мероприятие, которое в моей жизни было мной организовано. Николай, можем ли мы разместить твой инстаграм в описании
под Конечно. этим видео, чтобы подписываться. Можете Ну, всё, Инстаграм ребят, разместить, и Телеграм-канал там, и всё. Фейсбук. В общем, Ребята, все, подписывайтесь. размещайте все. Николай, Иномарка, да. Да, Евгений, Жень. Коля, я бы тебя сроду не узнал, правда. Ты так изменился, прям похорошел как-то. Ты похудел, по-моему. Что случилось? Наверное, я буду богатым, Евгений. Ну дай-то бог, я только рад. Может, тогда ты нас пригласишь на какой-нибудь юбилей ваш там 20-летие вашей супружеской жизни. Ну, слушай, мне понравилось насчет вот это вот, когда ты говоришь там про зависть и все остальное. Мне кажется, все-таки ревность это больше о страхе потерять. Да, поэтому, когда этого страха нету, когда ты понимаешь, что как бы там жизнь не повернулась, тебя никто не бросит, и вы будете вместе, особенно если любишь. Поэтому так как бы все это клево и происходит. Слушай, следующий вопрос, который меня лично интересует. Вы уехали туда, у тебя муж богатый или на что вы живете? Хотя На же что я неприлично живу? в Я не Европе знаю, на что разменять я чужой живу. кошелек, но это важно для россиян, которые думают, блин, если бежать, на что жить? Слушай, на что я живу? Вопрос интересный. Да, у нас были определенные накопления, потому что мы были не бедные люди. У нас был какой-то запас накопленный во время жизни в России. Вот, потому что у меня был свой бизнес, у меня была своя юридическая фирма, которая приносила доход. Вот, конечно, это все как бы, с точки зрения переезда, это как бы, копейки. Вот, и в настоящий момент как бы запасы у нас как бы там еще есть. Вот, но они потихонечку заканчиваются. У нас есть небольшие ставки в нашей организации, в Омском гражданском объединении. Я являюсь председателем совета и, скажем так, одним из руководителей всей этой организации, а мой супруг в настоящий момент является директором отдела этой организации, который занимается ресурсами и коммуникациями. Ну, у вас, по-моему, Вот. тогда и было так. Коль, правда, я, честно говоря, охуеваю, потому что я смотрю на тебя, думаю, боже, думаю, как люди меняются, невероятно. Это было совсем недавно. Ну, слушай, время, конечно, бежит очень быстро. Ну, правда, я тебя очень рад видеть, прям супер. Ты козочка, умничка, молодец. Спасибо большое, Прям Женя, люблю спасибо большое, тебя. дорогой. Я тебя часто вспоминаю на Класс. самом деле. Вот, и мне бы очень хотелось с тобой встретиться вживую, наконец-то, когда-нибудь вообще в этой жизни. Господи, Вот, ты прекрасный Испания. человек. Ну, нет, Я конечно, очень скучаю по тебе. я тоже. Продолжаем, ребята, а то я Ура! расплачусь. Ребят, у кого есть вопросы к Николаю? Значит, у нас сегодня также во время эфира присутствуют зрители, вот, которые также имеют возможность задать вопрос Николаю или любому из нас присутствующих, или вообще всем. Вперед, как говорится. Что еще? Что еще? Ну, Коль, ну ты молодец. Ты молодец. У меня был какой-то Слушай, вопрос, я его спасибо. забыл уже. Я уже забыл, Вспоминай, что- я здесь, я никуда не уйду. Я сегодня хочу посвятить вечер вам. Большое спасибо, что меня позвали, ребята, потому что это на самом деле полный пипец. Вот мне так не хватает гейского комьюнити, как бы вообще, всю вот эту вот мою эпопею с переездами, потому что меня окружает все, кто только может. Там, они прекрасные люди, замечательные, но это, понимаешь, цисгендерные люди, гетеросексуалы, либо трансгендерные люди, тоже прекрасные, замечательные, они восхитительные. Но вот это вот гейского нашего вот этого вот сообщества, вот как бы, такого, вот, которое у меня было в Омске, и которые были у меня постоянно, мне его очень не хватает, мне не с кем похабалить, чтобы вы понимали, вот как бы вот так. Добрый вечер. Вы в правильном месте находитесь. Да, Леш. Ой, да, всем привет, Николай. Меня прям сильно заинтересовала тема жить втроем. Расскажи, пожалуйста, если вот поделись секретом, как вы к этому пришли, как смогли договориться. Ну, просто на самом деле она такая вот очень интересная, обширная и, возможно, очень будет полезно другим услышать. Ну, слушай, да, это был определенный процесс, и все началось, наверное, с того, что мы начали проговаривать с моим супругом наши сексуальные желания там и потребности вообще в принципе. Вот, без специфики именно каких-то отношений, да, вот, а просто говорить о том, что, ты знаешь, дорогой, слушай, мне бы хотелось, чтобы меня ебали трое. Вот, там, или ты знаешь, вот у меня есть там сексуальная фантазия, чтобы кто-то, понимаешь, брал меня сзади, а при этом я отсасывал кого-то. Ты понимаешь, что с тобой с одним это, вряд ли получится, ты так не загнешься, вот при всем желании. Вот, и после того, как мы начали проговаривать вот такие вот какие-то вот вещи, вот, свои фантазии там и желания, вот, нам стало как бы, проще.
мы справились и проработали вот эту вот как бы ревность и зависть в том числе. Вообще в английском языке очень интересно, слово ревность, оно означает и ревность, и зависть. И дословно его можно перевести как бы и как ревность, и как зависть. Я считаю, что это очень интересный лингвистический феномен. Так вот, после того, как мы стали делиться друг с другом своими сексуальными фантазиями, своей потребностью там иметь секс не только с друг другом, а с кем-то еще, вот, и после этого в какой-то момент у нас появился третий человек. Там было все очень романтично. Я встретил этого человека, мы очень сильно влюбились друг в друга. И в какой-то момент я некоторое время встречался как бы с ним, вот, и вел супружескую жизнь. И в какой-то момент, наверное, через неделю, через две, мне так это надоело, вот, что я просто их собрал в одном месте и сказал: ребята, я вас обоих очень люблю, вот, я очень надеюсь, что вы подружитесь, вот, и надеюсь, что вы будете трахаться. И все, и как-то дальше пошло все само собой. Круто, у тебя хорошая история. Дополнение, самое, мне кажется, вот здесь договориться на берегу, ну, вот куда убрать ревность? Вот куда Говорить, говорить, проговаривать, конечно, нужно говорить с человеком, нужно с людьми говорить, потому что проговаривать свои чувства, говорить, с друг другом, что допустимо, что недопустимо, потому что невозможно родиться и прожить там всю жизнь в гетеронормативном и мононормативном сообществе, где под нормой подразумевается вот эта вот сказка Диснея, там вот принц и принцесса вдвоем встретились и больше там вот как бы только с друг другом умерли в один день. И невозможно в этом обществе прожить и не иметь каких-то страхов, опасений, сидящих в подкорке вещей, которые будут тебя дергать и заставлять чувствовать себя неловко, там, больно в ситуации, когда тот человек, которого ты любишь, имеет секс с кем-нибудь еще. Вот. Поэтому это нужно проговаривать, это не то, что делается за один приход, ребят. У нас шло 12 лет. 12 лет, чтобы отпустить друг друга, 12 лет, чтобы обговорить все это, принять природу человека, которая, конечно, не моногам. Николай, можно тебе вопросы позадавать? Можно? Конечно. Короткий блиц. Там Когда у последний раз- Александра, смотрите, там рука у Александра висит. Николай, Александр, прости, сейчас я быстро. Блиц опрос такой. Николай, Давай. скажи, когда последний раз втроем был секс? Не помню. Так, хорошо. И когда ты занимаешься втроем, если у тебя Подожди, предпочтение, например, помню. Хорошо, все, помнил. 4 месяца назад. Супер, На нудистском пляже. завидую. Я завидую тебе. Скажи, пожалуйста, и когда ты занимаешься сексом втроем, есть ли у тебя предпочтение, допустим, один член тебе нравится больше? Бывает у тебя такое? Нет. В сексе втроем у меня единственное предпочтение. Мне очень нравится быть на подхвате. Мне очень нравится смотреть, быть тем человеком, который помогает. Процесс организует его, понимаешь? А можно я назову это слово? Понимаешь, который Можно- я очень люблю смотреть, когда людям хорошо. Мне это очень нравится. То есть, Это просто вообще. Николай, Это можно лучше, я чем что бы то ни было еще. назову? Это называется куколд, да? Я правильно понимаю? Да, слушай, да, это, возможно, куколд. Это можно назвать, куколдом, да. Вот как одна из практик. Вот, да. Это было молниеносно, Макс. Так, давайте Саше слово. Да, и сразу он пропал, пошел, наверное, экспериментировать. Во-во, с куколдом. Да, я хотел спросить, а долго ли продлились у вас эти отношения на троих? И когда они закончились, было ли от этого, как-то грустно или прошло и прошло? То есть это такой вот опыт жизненный был в определенный момент. Слушай, Саша, могу тебя назвать Саша, а не Александр? Там была ситуация очень непростая и нетипичная. Дело в том, что в какой-то момент наш третий супруг, Сережа, вот, он поехал работать в Алтайский край, и его нашли повешенным. Да, И мы конечно. до сих пор не знаем, до сих пор не знаем всей правды, что произошло, сделал ли он это сам или ему помогли в этом деле.
Вот. Мы очень долго это переживали, для нас это был большой стресс, в том числе и для нашей пары, потому что мы даже не могли смотреть друг на друга какой-то период времени, потому что, ну, мы друг другу напоминали то, что у нас было, и это было страшное и время, и я никому не пожелаю его пережить, вот, поэтому не думаю, что нашу ситуацию можно рассматривать как образец или возможно сделать какие-то выводы, да, потому что происходит, как бы, когда 3 человека вместе живут. У нас все закончилось трагично, и единственное, что я понимаю, и 100% я уверен, это никак не связано с тем, что мы жили втроем. Там были разные другие предпосылки, и даже если думать, что Сережа это сделал сам, вот, от клинической депрессии, которую вовремя не диагностировали, вот, не застрахован никто. И вот так вот. Главное, чтобы из этого вынесли, это не значит, что, понимаешь, жить втроем так плохо, что обязательно кто-нибудь вздернется. Это не Вот так. я хотел об этом тоже сказать. Это не звучит так как вообще, реклама и конечно, антиреклама одновременно, да. Да, это не так, это вещи не связаны друг с другом, просто так получилось, чисто совпало, что, возможно, опять-таки, возможно, есть доля вероятности того, что у Сережи была тяжелая депрессия, которую вовремя не диагностировали. Вот. Но, опять-таки, мы в этом не уверены, потому что, опять, ну, так как мы не являлись его партнерами и близкими людьми де юро, мы не могли никак повлиять на расследование и настоять на том, чтобы оно было произведено максимально тщательно. Николай, Вот, можно исходя спросить у да. тебя, а какое вино ты пьешь сейчас? Скажи. Я сейчас пью испанское шардоне в пересчете на рубли 140 рублей бутылка. И оно вкусное? Очень. Ну да, в Финляндии минимум 10 евро бутылка стоит. Да, в Эстонии тоже. Это Жесть. Испания, это вообще рай, ребята. Слушай, а может быть это лучше все-таки, чем та предыдущая страна, Таиланд? Слушай, в Таиланде, да, там ужасно. Там, чтобы вы понимали, как бы дешевле, чем за 1000 рублей ты вино вообще не найдешь. Причем за 1000 рублей в Таиланде это вино будет, это моча кенгуру. Вот, из Австралии. Там они вообще не умеют делать вино. Там, ну просто, ну, ребята, там им, ну, я не знаю, что там. Как, знаете, как щи, хоть пизду полощи. Вот примерно такое там, вот, понимаете, это вино. Оно просто ужасно. Вот, поэтому я очень рад, что, да, что я поменял страну в этом плане, это очень удобно. Вылетаем к тебе, да, Жень? Ну, насчет просто отношений втроем, да, соболезную, кстати, да, это сложная история, когда кто-то погибает, это всегда тяжело, да, это удар, это переживание, это страдание, но вернусь к тому, когда вы жили. Слушай, а чего было больше, любви или дружбы? Мне кажется, все-таки отношения втроем подразумевают не только любовь, потому что все-таки любовь, она, ну, не дозирована, да, ее нельзя разделить ровно вот на 3 части, да, и поделить ее вот на какие-то пропорции, это нереально. Все равно кому-то испытываешь чуть больше чувств, кому-то чуть меньше. Мне кажется, в таких отношениях очень сильную роль играет именно дружба, да, взаимоотношения, которые построены именно на дружбе, потому что дружба, на мой взгляд, более долговечна, чем любовь. Любовь сильнее, но менее долговечна все-таки, как правило. Дружба, она вот прочнее, она выдерживает временные вот эти вот испытания очень длительные. Это раз, вопрос. А насчет отношений втроем, кому интересно, кстати, был... Ну, известная такая тема в гей-мире, это и альбом «Троица», и фильм документальный «Троица» о отношениях 3 людей, 3 молодых парней. Вот. Кто хочет, может погуглить. Очень интересно. Они, правда, тоже расстались, но опыт был интересный. Особенно в тот период для гей-сообщества. Это было интересно. В таком позитивном ключе все было показано. Вот, я что хотел сказать, то, что они расстались. Ну, а что, пары как бы не расстаются? Нет, Что нет, обычные это не браки не разводятся? Нет. Просто я хотел бы, ну, обратить ваше внимание вот на этот момент. Вот, мы все, как говорит Екатерина Шульман, серийные, ну, моногамы, да? Вот, очень редко, когда получается собрать брак, который будет, ну, действовать до конца твоей жизни. И это нормально.
И это нормально. Вся эта история с моногамией, вся эта история, понимаешь, встретили, умерли в один день, да потому что они доживали до 30, ребята все. Конечно, когда ты, понимаешь, в 15 тебя выдали замуж, и в 28 ты уже старух или там старик, и все, ты уже помер, ну, конечно, тогда, да, любовь всей жизни найти можно. Вот, одну и навсегда. А когда мы живем дольше, когда мы видим больше, когда мы сами изменяемся, когда люди вокруг нас изменяются, вот, меняются наши представления, интересы, ощущения этого мира. Поэтому это нормально, когда партнеры меняются, когда создаются новые партнерства, там, триады, вот, когда старые там распадаются, вот, и это нормально, и это прекрасно. Вот. А что там был вопрос первый? Подождите, я вспомню. Да, была ли дружба? Конечно. Конечно, дружба была. Ну, во-первых, на тот момент мы как бы уже были с моим супругом друзьями. Вообще. Начнем с того, что с моим супругом до того, как начать вообще какую-то совместную жизнь, мы 2 года дружили. Мы 2 года дружили, не рассматривая друг друга и не ощущая там друг друга как вообще сексуальных каких-то партнеров. Вот. И через 2 года это было как бы, такой, а где были наши глаза раньше? И я считаю, что да, дружба должна быть в основе всего. Понимание, дружба, стремление увидеть в человеке человека, а не объект, который сегодня тебе служит, да, каким-то образом. Вот. Дружба в первую очередь. И неважно, там втроем или вдвоем, там или всемиром. Вот. Для меня там секс... Вообще, как возможен секс без дружбы? То есть, что для меня дружба? Это влечение как бы умов, это влечение личности между собой. Вот. И вот любовь, для меня любовь объединяет вот это вот все. Причем не обязательно там должна быть страсть, о которой вот тоже многие говорят, о том, что страсть, и путают это с понятием любовью. Страсть это уже потом, потому что страсть это какой-то химический процесс, который может включаться, может не включаться. Но я-то разумное существо, я могу выбирать, с кем мне трахаться, а с кем не трахаться, вне зависимости от того, что мне просят мои гормоны. Сейчас и вот сию секунду. Так, друзья, у нас сегодня помимо наших спикеров присутствуют и зрители. Могу сказать, что география зрителей потрясающая, от России до Финляндии, Майами. Всем привет. И вот у Алекса тоже есть вопрос. Сейчас узнаем, кому. Алекс, привет. Да, всем привет, я из Финляндии, у меня вопрос к Николаю. Очень интересная тема поднята была, и у меня возник вопрос по поводу ваших отношений. Вы жили втроем, у вас была одна квартира, вы спали в одной кровати, либо вы жили в разных комнатах. Вот интересен процесс на бытовом уровне. Как вы справлялись с этим? У вас был общий бюджет, либо раздельный бюджет? Вот как вы жили втроем? Да, мы жили в одной квартире, мы жили, не совсем в одной, потому что у каждого из нас всегда было куда уйти еще. Там, к маме, да, к это хорошо, бабушке, там, во вторую квартиру, то есть всегда можно было отдохнуть друг от друга. Вот. И да, а так, да, у нас была общая квартира, она была маленькая. Она была маленькая, там было всего 42 квадрата, конечно, она была уютная. Конечно, там была большая кровать, на которой могли поместиться не только трое, а 5. Вот, для меня это важно было, там, изначально сделать кровать такую, чтобы потом не возникало вопросов, как мы здесь впятером будем трахаться. Вот, и да, было комфортное место. По бюджету, мы его обсуждали, мы старались планировать наши какие-то общие расходы, и у нас это получалось очень спокойно. То есть у нас не было такого, чтобы там... То есть когда вы живете с таким же голожопом, как вы, у вас никогда не будет проблемы деления денег и бюджета. Потому что ищите такого же голожопого, как вы сам. Вот, и все. Тогда у вас этого вопроса не возникнет. Понимаешь, там общий бюджет отдельный, еще что-то. Когда денег нет, делить нечего, Вот. да? Да, грубо говоря, так, да. То есть, я имею в виду, что как бы общее соотношение дохода. Вот. Понятно, что там, если ты вообще ничего не получаешь, а там твой партнер там миллиардер, наверное, там можно впасть в какую-то зависимость и как-то начать делить там вот это все, хотя не знаю. Вот. А когда у вас примерно одинаковые источники дохода, объемы дохода, вот, деление бюджета как бы не стоит на повестке дня.
Вот, потому что каждый старался свой вклад вносить в общий быт, вот, в общие какие-то расходы, и в этом плане у нас даже не возникало никогда вопросов там, чьи где деньги. Может быть, у Спасибо. меня не возникало, может быть, у них возникало. Может быть, они там и думали, может, они там как-то это все планировали. Вот, но это явно как бы было не в моей компетенции. Мне все было хорошо. Спасибо. Супер. Да, У Марк. меня есть вопрос по поводу отношений. Через сколько лет после того, как ваши отношения длились, через сколько лет каких-то моногамных отношений вы пришли к полигамии? К полиамории, я бы сказал. Вот, Окей. да, мы пришли к полиамории, наверное, сейчас я вам скажу точно. Через 6. Окей, Через 6 просто лет. мне интересно, ну, у меня были отношения максимальные, наверное, года 2, и мне интересно, в какой момент, ну, какие-то, я не скажу, что рамки, но просто какие-то потребности, возможно, открываются, либо вы настолько начинаете доверять друг другу или что-то такое. Мне интересно, где вот эта вот грань. Слушай, я не думаю, что там есть какая-то грань именно временная, потому что мы все продукт той среды, в которой мы растем. Если бы мы не росли в той среде, где нам показывали там мультики Диснея всю дорогу, вот, наверное, мы могли бы и сразу вступить в эти отношения, вот, с пониманием о том, что они изначально открытые и что никто никому ничего не должен и никакого ограничения свободы у нас друг друга нет. И я вижу, что молодые люди, вот, которые существенно моложе, чем я, они изначально строят свои отношения таким образом. Не вот эти вот 6 лет, понимаешь, понимания и допирания о том, что тебе как бы, ну, капали на мозг всю твою как бы вот жизнь сознательную, вот, про это вот мононормативность, вот, что не нужно это как бы там удалять из себя, из мозга вот эту вот всю установку, вот. Многие люди, особенно те, которые моложе, они изначально совершенно спокойно строят свои отношения именно так. Я Вот, не и мне знаю по очень радостно поводу... видеть, понимаешь, когда там люди изначально там собираются, там, когда там вот есть у меня некоторые дети, которые говорят, вот, там, у меня есть девушка, вот, и у меня есть парень, и вот мы втроем так хорошо проводим время, вот, и мы планируем дальше, вот, над своими отношениями работать, вот, возможно, попробуем секс втроем, там, вот это вот все. И это очень здорово. И это очень здорово Ну, жить без вот этой установки в голове, потому что я очень завидую молодежи, потому что у вас сейчас вся теоретическая база в руках. Вы сразу можете как бы взять и загуглить и понять, то, что вот тут вам промывали мозга. Вот, что есть такое-то другое альтернативное видение как бы на все, в том числе и на построение семьи и отношений. Вот, когда я был молодой, такого не было. нет, Не было смотри, я это интернета. понимаю, просто мне кажется, еще есть какая-то конкретная потребность человека, то есть как он видит свои отношения. Ну, я не буду вникать в все подробности, там, в какой культуре, в какой среде рос человек, я имею в виду, что вот когда он уже взрослый, у него есть потребность, например, в одном партнере, и он не хочет двигаться там в сторону расширения. Или даже не то, чтобы впустить третьего человека в отношения, а просто, например, в постель. Для многих это сложно. И, ну, среди своих сверстников тоже я такое замечаю. Или, например, может, потому что я более в Центральной и Восточной Европе, но тут, например, я замечаю такую тенденцию, что они заводят отношения друг с другом моногамные, но при этом начинают как бы ходить налево, там, гулять с кем-то, и это выливается в измены. И тут, ну, например, я говорю конкретно про Польшу, про Беларусь, что тут вот открытых отношений каких-то, ну, не так много. Тут больше, когда человек пытается нагуляться, не заводит отношения и просто спит как friends with benefits и все. А такого, как ты говоришь, тут я не заметил. Ну, слушай, это очень печально, и на самом деле мы до сих пор отрабатываем с вами и переживаем, я имею в виду человечество, это вот эту вот сказку про брак и про моногамность. Что такое моногамность вообще? Это брак между двумя людьми. Двумя людьми. И это именно институт брака как таковой.
И вот этот институт брака, который на самом деле был создан вообще не про любовь и не про секс, я могу вам рассказать, про что он был создан, но это будет очень долго. Зовите как-нибудь отдельно, поговорим про это. И вот это вот вообще унитарный институт, который был создан не для любви, не для секса, и который вдолблен нам всем в голову, мы до сих пор его пытаемся как-то вот преодолеть, вот это вот форматирование нашего мозга, которое было у нас в детстве. Сегодня еще в зрителях в Майами присоединилась, вот, и в частности Артем. Артем, привет. Да, Привет, что ты привет. хотел сказать? Мгм. Да, ребят, привет еще раз всем. Очень рад вас всех видеть. Интересную тему завели. Мы, причем с Максимом еще несколько месяцев назад переписывались, и он поднял большую тему о том, зачем мы все женимся, да, наверное, вот так вот создаем семьи. Вы знаете, я скажу, может быть, интересную вещь. Я во втором браке пребываю сейчас, то есть первый мой однополый брак рассыпался там по каким-то причинам, потом, значит, я вступил во второй брак, и вы знаете, я вам вот что хочу сказать, для чего мы это делаем прежде всего. То есть мы нагулялись и уже хочется остановиться, там прожить всю ли жизнь или какое-то количество времени с одним человеком, которого мы на самом деле любим, или чтобы что? Да, вот очень хороший вопрос всегда у психотерапевтов есть. Вот чтобы что? И если мы отвечаем реально себе же на этот вопрос, то тогда все становится предельно ясно. Что третьих, четвертых в постели, ну как бы, а зачем? А вот чтобы что? Это я к чему говорю, ребят? К тому, что я, честно говоря, тоже сам, ну, как наверняка многие из нас, не ангел. При первом супруге у меня было 5 любовников одновременно. И, то есть я хорошо так прям по- потусовался. А, И хочу сказать, что вот когда приходит тот момент, когда ты находишь именно того человека, с которым уже не хочется его ни с кем делить, да, может, я как-то косвенно это все объясняю, но мне кажется, меня понятно. Вот тогда, наверное, и приходит степ моногамии, да? Да, спасибо, Артем. Ой, Спасибо. в Майами там, конечно, вообще своя атмосфера. У нас тут одна очень волнующая рубрика. Максим, включайся. Значит, я уже посмотрел, я уже все хочу. Там просто вообще красота. Макс, расскажи нам, что это такое? Что за Так, ну я расскажу чуть-чуть, но еще у нас Марк тоже, да, И Марк. подключен к этой рубрике. Марк знает больше, чем мы с тобой, да, даже. И, в общем, тут такая рубрика. Мы попросили Марка, так как он является администратором одной группы, которую он уже назвал, Чав Флац, да, как и Let's, как, правильно? да? Как Ой, удобно. Макс, Чавлаться Э, лучше. Макс, а можно в завершении темы полиамории я прорекламирую? У меня есть два интервью на YouTube, одно на русском языке, а другое на английском, где я говорю про полиаморию и свой опыт. Кому интересно, ссылки оставим под описанием. Спасибо. Все. И вот, и Марку часто присылают в его, как администратору в его паблике, в том числе еще у него другие паблики, свои личные, ему присылают, значит, подписчики свои члены, задницы, ну, самое главное, члены на сегодня, да, на сегодняшний день, на наш эфир. И мы попросили его, можешь ли ты сделать подборку из тех членов, которые тебе присылают живые, реальные люди. И у нас еще есть сюрприз один, да. Он сделал нам подборку. Сейчас вы увидите на экране QR-код, да, вот. И сможете пройти по этому QR-коду и увидеть эту подборку. Но в этой подборке есть один очень большой и красивый сюрприз. Вот, в этой подборке есть член Александра, который вот сейчас у нас в розовой футболке. Александр, тебе слово. Я уже Сложно ли решил, было, я уже выбрал фаворитов, я уже... сложно ли тебе было делать фотографию? Как ты решился? Это же публично все А он увидят. дикпики рассылает каждый день, всем Ну, задолбал уже. вообще у меня футболка оранжевая, если что. Ну ладно. Прости, да. У меня... да.
Ну, на самом деле, Подождите, а можно ссылку? Можно... А где я это могу посмотреть? Мне очень Сейчас ты интересно. увидишь. Сейчас Сейчас. все будет, да. на самом деле меня просто взяли так вот за грудки и сказали, скинь фото члена. Я так думаю, ну, окей. В принципе, мне не жалко. Вот. И решил поучаствовать в этой рубрике. Думаю, почему нет? Почему не показать то, что есть, и чтобы люди оценили, посмотрели. В общем, рубрика заключается в чем? В том числе зрители, которые сейчас тут в трансляции, и те зрители, которые потом будут это смотреть в записи. В Да. чем рубрика? Вам нужно будет выбрать тот член, который вам нравится больше всего. Это А первое. еще, это Да. первая задача. А еще угадайте, кто из этих членов Александр. О май гад. Ответ вы узнаете в следующем выпуске, который выйдет через 2 недели. Да. Ну а Но те мы еще... зрители, которые присутствуют сегодня, они узнают об этом сегодня. Это вот в том числе плюс того, что вы присоединяетесь сразу к трансляции, как зритель, вы можете узнать прямо здесь и сейчас. Марк, скажи, это все русские парни? Слушай, нет. У меня где-то по статистике канала около 30% англоговорящие, поэтому они тоже присылают, и я в целом выбирал, ну, самый сок, который был. Самый сок? Ага. Ну, для Но, меня, по моему мнению, понимаешь? слушайте, ну вот есть тут анкат, ой, наоборот, обрезанный. Наверное, Фотки, да. конечно, просто вообще зачет. Ой, мамочка моя родная. Так я же говорю. Боже ж ты мой. Господи Знаешь, прямо Иисусе, а. глаза разбегаются, не Так знаешь, там что так выбрать. много Всё прям такое вообще. вкусное, всё такое вкусное, всего так 9 хочется. штук. Ой, Да. слушайте, Но, это прямо как у мужа моего. слушайте, Какой? но чтобы найти Сашу, есть, конечно, несколько этих самых догадок по поводу... Подсказок. Да, Потому что Саша кат-анкат. уже рассказывал о своем члене в предыдущих эфирах. Если вы внимательный зритель, вы можете догадаться. Подожди, я не помню. Я, например, знаю одну фишку. Я могу не буду делиться, ладно. Ладно, давайте скажем, какие вам нравятся. Мне почему-то нравится второй, ничего не могу с И собой мне поделать. второй нравится. Второй красивый второй? такой. А мне, если честно, мне нравится 4. Значит, Жене номер 2 понравилось, мне номер 2, Максиму номер 4. Марк, ты, наверное, столько хуев уже пересмотрел, что тебе уже как бы вообще все равно. Слушай, нет, мне нравится 1, 2, первый, второй и, может быть, 5. 5. Угу. Но я Ну, люблю Необрезанную. необрезанный, да. Да, мы же поняли. Критерии оценки должны же быть прозрачными какими-то, то есть, ну, чисто с эстетической Ну, точки зрения или с точки зрения как бы, ну, Субъективно, Коля, эксплуатации. Коленька, Вот. субъективный, просто вот нравится и не Потому нравится. что это как бы, ну, две разные вещи, что красиво, а что как бы, ну, Мне кажется, тут в удобно. целом не объективная оценка идет, потому что на некоторых фотках видно, ну, почти все тело, и ты как бы полную картинку оцениваешь, а не просто отдельно член. Мне кажется, что нужно оценивать конкретно вот отдельно хуй брать, а не тело, как будто его не существует. Это Ну, так не понятно. бывает. Просто Ну, красивый член и удобный член – это две разные вещи. Вы же понимаете, девочки. слушай, ну они, Понимаю, ну вот согласен с шестой тобой, шестой Коленька. какой-то странный, все остальные все удобные, мне кажется. Так, ну ладно, слушайте, я тогда выберу золотую середину. Вот, 4. Тебе нравится 4? Мне тоже Понятно. номер Так же, как 4 и Максу. нравится. Ну вот вы Да. вдвоем, собственно, и садитесь. Такой приятный, очень такой Ну, симпатичный прям в жопу пенист. прям просится, да? Прям в жопу Да. просится. Такой вот И этот сосать, мне шикарный. кажется, тоже приятно, вкусно, да. Вообще они к все половым хорошие органам у меня, девочки. знаете, какое отношение, ребята? Вот, понимаешь, вот эта табуированность, изображение половых органов, там вот это все. Мне кажется, это такое нелепое. Потому что ну, мы же с вами все любим смотреть на цветы. Мы с вами, понимаешь, любим их нюхать. Мы любим дарить друг другу цветы. Вот это вот все. Но цветы же это половые органы растений. Это самое прекрасное, что как бы, ну, создала природа вообще. Вот это вот. Поэтому для меня как бы писечки, вот эти вот все там, пёздочки, вот эти вот. Вот это вот все, да, вот для меня это же, ну, это прежде всего красота, естественная красота природы и самое, наверное, что прекрасное, замечательно может быть вообще. Лёш, Вот с точки тебе что зрения понравилось? телесности.
Да, я, наверное, всех, возможно, удивлю, но, во-первых, это, конечно, красиво, но я как представлю, что это все у живого человека. Так, а если у Наверное, живого? номер 7, я бы сказал. Можно только порадоваться с живых людей. 7? А, ну типа не такой большой или что ты имеешь в виду? Ну, возможно, да. Я, возможно, А, из вы, этой категории. все остальные тебе как бы великоваты, да? Ну, я, кстати, Э, люблю средний размер или даже поменьше. Действительно, с ними как-то проще. Комфортнее, комфортнее. Угу. Есть такое, да. Так, ну что, все, значит, выбрали своих фаворитов. Теперь нам нужно разобраться, понять или угадать, где же находится член Саши. Но здесь как бы две подсказки можно сделать. Это там, где, например, не обрезанный, и как бы татуировки. Но я даже рук не вижу, к сожалению, сейчас. Но, в Не общем, показывай, Саша, не показывай руки. ну да. В общем, что вы Как будто бы думаете? 4. Я тоже думаю, что это 4. Да. Так он же он же обрезанный. И что такого? А что, Саша не может быть обрезанной? Почему нет? Подожди, ну он Я как? как Шерлок Холмс, мисс Марпл, все выяснила, это 9. Мне кажется, Ну, это я пятерка. думаю, что Подождите. 9, Коля, но слишком зарослей много. Саша не может себе такого позволить, И честно. Это Почему? татуировки. Заросли это вообще прекрасно. Подожди, а татуировки? Это Ну вообще не его что? руки. Александр, если вы номер 9, приезжайте в Барселону. Сейчас О, объясню. да. Нет, а Он уже если купил номер 2, билеты. то приезжайте в Нью-Йорк. Саша, я тебе так скажу, похуй все, какой номер, просто приезжай. Мы рады тебя видеть. Итак, в итоге давайте подведем итоги. Просто называйте цифры. Саша, под какой цифрой? 4. Номер Так, Я думаю, номер 5. так, еще дальше. Марк. А я знаю ответ, я не буду отвечать. А, точно, Марк, все, прости. Николай. 9. Все, так, 4, 5, 9. Все. А кто еще не проголосовал? Так, Вот зрители пишут тут еще. Я не проголосовал еще. Леш, да, Да, я немножко выпал из да, интернета. да. Я все-таки номер 4, я не знаю, возможно, тут обсудили, что это не так, но ладно, 4. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки, комментируйте. Все ссылки в описании, в том числе на члены, которые вы видели, которые мы видели. Вот. Мы заканчиваем эту половину и увидимся с вами через пару недель во второй части. Пока. Подписывайтесь на канал.